За неделю до долгожданного обновления, до eFootball 2025, Konami наконец-то подтвердили дату этого самого обновления. До недавнего времени у нас были лишь предположения, исходя из всех сообщений Konami касаемо планов по обновлению ивентов и прочих активностей в игре. И со вчерашним оперативным обновлением, помимо того, что они презентовали будущее оформление игры после обновления, они также рассказали о глобальном техобслуживании и в целом дате релиза того самого обновления. И давайте сегодня вкратце это обсудим. Рад вас всех сегодня приветствовать. Не забывайте, как и всегда, поддерживать это видео своими лайками, ну а канал подпиской и колокольчиком, если вы находитесь здесь впервые. Если до сих пор кто-то не знает, не слышал, не видел, не прочитал, то официальная дата релиза eFootball 2025 или же просто eFootball с полноценным сезоном 24-25 будет 12 сентября, то есть в следующий четверг. Услышали, зафиксировали, надеюсь. Самое интересное в этой ситуации это техобслуживание. Если вы помните, то в прошлом году техобслуживание заняло несколько дней с понедельника по четверг. И в этот самый промежуток игра обновлялась, что на мобильных устройствах, что на консолях, что на ПК. И по сути тогда обновление стало доступно чуть-чуть пораньше, нежели сервера были открыты. И тогда пользователям приходилось ждать несколько дней, чтобы начать играть с новым сезоном, с новыми паками, с новым оформлением и так далее, так далее, так далее. В этом же году Konami эту проблему в кавычках исправляют. И глобальное техобслуживание перед новым сезоном, перед глобальным обновлением начнется за сутки до этого самого обновления, то есть в среду, 11 числа. 9 и 10 мы сможем поиграть в игру, а уже в среду, за сутки до того самого обновления, игру переведут в состояние техобслуживания. И получается, что в четверг вместе с релизом обновления до версии 4.0.0 также Konami закончит работу над техобслуживанием. По этому поводу у некоторых людей уже успели возникнуть некоторые вопросы, сомнения, потому что, ну как же так, в прошлом году вот несколько дней техобслуживание заняло, а в этом году всего лишь сутки. И исходя из этого люди уже успели предположить, что обновление будет невесомым, там ничего не будет и так далее, так далее, так далее. Отчасти это имеет место быть, но это никак не связано с тем же самым техобслуживанием. Потому что весь основной контент в виде тех же изменений игрового процесса, геймплея, добавления новых анимаций, изменения оформления, добавления фейсов, все это приходит не с техобслуживанием. Такое происходит, но в крайне-крайне редких случаях, когда Konami долго не выпускают или в целом не обновляют игру между двумя сезонами, скажем так. И иногда с таким техобслуживанием такой контент время от времени приходит, но в основном он приходит именно что с файлом обновления, теми самыми гигабайтами, которые загружаются на ваш ПК, консоль или же на ваш смартфон. Именно в этих файлах обновления и содержится весь основной контент. Опять же, анимация, исправление геймплея, новые фейсы и так далее. В свою очередь, техобслуживание направлено на обновление работы серверов, настроить и подготовить их для будущих онлайн PvP игр. Ну и в лишний раз вместе с техобслуживанием в игре появляются паки, ивенты, обновляются цели, добавляются кампании и прочий подобный онлайн-контент, который чуть ли не обновляется в режиме реального времени. А поэтому все разговоры о том, что из-за небольшого, непродолжительного техобслуживания контента будет по минимуму, как по мне, не совсем релевантны. Также в этот же день Konami представили первый взгляд на будущее оформление игры после того самого обновления до версии 4.0.0. Как мы можем наблюдать, цифра и в целом нумерация eFootball она пропала, то, о чем мы говорили ранее. После этого обновления игра больше не будет нумероваться, не будет eFootball 2025, не будет 26, 27 и так далее. Будет просто eFootball. Самое что ни на есть универсальная игра. Но при всем этом я и скорее всего другие контент-мейкеры, ютуберы, не знаю, авторы телеграм-каналов, твиттер-аккаунтов, все равно будем называть их по нумерации, потому что это банально будет собирать лишние клики. Касаемо же оформления, то в принципе непонятно, что это за такие фигуры. Как по мне, прошлогодние фиолетовые линии с темным цветом были куда более приятными, а это невольное возвращение к тому, с чего мы начинали, с сине-желтого. Правда, синий теперь не такой ядовитый, но и не такой темный, как в прошлом году, и опять же эти самые непонятные фигуры. Ну, как по мне, выглядит не очень. Я не разделяю точку зрения, что это какой-то там ЛГБТ, как уже успели некоторые притянуть за уши, но опять выборка цветов, она очень и очень странная. Как бы то ни было, до релиза eFootball 2025 остается уже чуть-чуть поменьше недели, поэтому, чтобы
чтобы оставаться в курсе всех актуальных событий, чтобы быть с нами на связи, подписывайтесь на наши соцсети, группы ВКонтакте, Телеграм-канал. Там все актуальные новости появятся в первую очередь, поэтому, опять же, чтобы не пропустить, обязательно подписывайтесь. Ну а на этом у меня все. Как и всегда, в комментариях под этим роликом я буду ждать ваше мнение касаемо всего увиденного, что вы думаете насчет нового оформления игры, старо-новой игры, ее нового оформления. Также не забывайте поддерживать это видео своими лайками, поскольку ваши лайки — это своеобразный двигатель своеобразного прогресса, как для ролика, так и для канала соответственно. Подписывайтесь, если не подписаны, прожимайте колокольчик, если его не прожали. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и до скорых встреч. Yep.